Здравствуйте всем! Сегодня у нас видео о том, как мы плавим алюминий. Вы уже видели, ассистент пытался расплавить, но мы сделали небольшую ошибку. Мы не подумали о том, если он сейчас в этом тазу расплавит всю эту массу, просто-напросто невозможно такой вес поднять, чтобы разлить. И поэтому мы приняли другое радикальное решение. А именно, построили вот такую печь. Я думаю, судя по этой печи, сразу видно руку каменщика. Для нас это просто, мы считаем, талант такой. Мы в себе открыли. Если кому надо, ребята, обращайтесь. Сделаем любой камин, эксклюзивный, как это говорят, абстрактный, как хотите. Главное, заплатите вовремя зелеными. Гарантии не даем. Ну, если это шутки, конечно. Печь мы сделали практически как и в прошлый раз, но немножечко усовершенствовали, благодаря вашим комментариям. Печь мы эту сделали, в принципе, по прежнему принципу, как мы делали в прошлый раз, в прошлом видео, когда мы плавили алюминий. Ссылочку на это видео мы дадим внизу, в описании. Сделали также первый ряд, выложили огнеупорный кирпич, там прочный, какой у нас наскребли мы. Это все с остатков, которые весной будут, все в мусор уйдет. Но в ваших комментариях, за которые мы вам очень благодарны, мы много чему на них научились и делаем выводы для себя. Многие в комментариях писали, что у нас очень большие потери тепла, именно из-за того, что большие щели. Но с этим нельзя не согласиться. Действительно, щели были. И поэтому мы решили выложить второй ряд силикатного кирпича. И ассистент, что это было? Поэтому мы выложили второй ряд стенок из силикатного кирпича и просыпали отсевом. Насколько это будет эффективно, посмотрим. Так, в принципе, все по-старому. Та же самая подставка внутри. Но взяли вот такую кастрюльку. Она на 5 литров. Мы уже проверили, она еще мокрая. Она из нержавейки. Стенки довольно толстые. Это была скороварка. Рассчитана на 1-2 раза. Больше не думаю, что она выдержит. Почему именно взяли кастрюльку? Ну, сами можете видеть, какие заготовки. Тут сразу полголовкой резать ее тяжело. Вот так она влазить должна. А нормальный тигель это уже не влезет. Или вот. Ну, это влазит. А есть детали, даже которые здесь не влазят. Вот, к примеру, смотрите. Так надо быть ухищряться. Так, кастрюльку в сторону. Далее, ребята, почему сейчас все рассказываем? Потому что во время работы, во время плавки мы ничего сказать не сможем. Будет некогда, шумно. К концу плавки мы будем добавлять смесь обыкновенной соли и пищевая сода. Будем брать одну вот такую красивую ложечку соды, одну соли. Засыпаем это в фольгу алюминиевую. Смешиваем тщательно и делаем вот такой шарик маленький. Но, опять же, проблема. Многие в комментариях пишут, что это должно быть все на дне. Утопить это все так не очень просто. И поэтому мы попробуем, это алюминиевая дозочка от какого-то дезодоранта. Засунем все это в нее. Вот так. Плотно закроем. Сожмем это в тесах. И затем просто-напросто это опустим в раствор с алюминием. И будем уже собирать шлак. Насколько это эффективно, тоже не знаем. Многие говорят, что это приносит пользу, многие нет. Но лично по нашему опыту, когда эту смесь опускаешь в раствор алюминия этого, поднимается шлак действительно много. Ну, с солью мы закончили. Теперь второе. Был такой комментарий, что во время плавки неплохо опускать бы медь в раствор. Попробуем, может, правда есть эффект. Почему нет? Помогать мы будем плавить сверху горелкой. Также мы и в прошлый раз сделали. Горелка обыкновенно садовая, или как ее называть, плавить ей там толь, там что еще, гудрон. Было много комментариев, что надо делать, чтобы был подув воздуха. Мы пытались, ребята, сделали вот такую мы штуку. Но у нас ничего не получилось. Она плохо горит, постоянно тухнет. Мы думаем, что виноваты, наверное, шланги. Ну, конечно, это шутки. Мы не знаем, в чем дело, где искать причину. Пробовали жиклеры вроде менять. Толку нету. Может, кто знает, может подсказать, в чем дело, где искать причину. Что еще? Чуть не забыли.
У нас подув, принудительный подув воздуха есть. Будем использовать вот такую штуку. В прошлом видео мы тоже ее использовали. Это с надувного матраса вырезали пумпу такую. Вроде бы дует. Если ее не хватит, используем пылесос. Ну, посмотрим, что получится. Итак, поехали.
Ну что ж, что вы видите перед собою, это плоды наших непосильных трудов за 2 дня, что нам удалось налить. Ну, дни не полные, конечно, были, но время ушло какое-то. Налили мы лили мы в различные формы, чтобы пойдется в банки, к примеру, консервные, трубы, квадраты. Видите, какой получились? Есть и поры, конечно. Это получше. Это квадратные трубы. Вот здесь поры. Это получше. Ну, по-разному получалось. Я сегодня попробовал немножко проточить ради интереса. Точили мы на этом чудо-станке, который недавно приобрели с месяца назад. О нем, мы надеемся, еще будут у нас обзоры. А теперь мы оставим в покое наш станочек и перейдем в гараж и покажем, сколько нам еще осталось слить. Вот так мы укрыли печь на время дождей, хоть немножечко, чтобы ее сберечь, чтобы внутри не так мокро было. Это тарелка на 1,20 м в диаметре. Ну, листы жести всякие. Ну вот, ребята, переехали мы в гараж. На время дождя все сюда стащили. Вот столько у нас еще осталось сырья для литья алюминия. Тут практически все это автомобили, запчасти и все, что таскали. Тащили все. Родственники, друзья. Раньше друзья приходили в гости и говорили: привет, я пришел с пузырем. Теперь приходит, говорит: привет, у меня там в багажнике немножечко алюминия для вас. Вот в этом ящике, опс, видите, это когда потекла кастрюля, все вытекло и горело внизу в огне. Вот такие куски. Гляньте, поблескивает как серебро. Вообще серебро блестит. Будем попробовать перелить все это. Я снял камеру со штатива, чтобы показать поближе, что же находится в этих ящиках. Вон там, вот здесь, в этом ящике, это уголки все, это от душа порезано. Там же немного еще от колес остались, диски я вижу. От дисков немножко осталось. Тут автомобильные автомобильные всякие детали. Поршня. Здесь уже приготовлено для заливки. Это еще надо резать. Баллон уже второй пошел по счету. Еще видны поры, или раковины, вернее. Надо еще стачивать. Наверное, выберем немного середину просто и все. Затем уже в дальнейшем, если нам нужно будет, можно проточить полностью будет. Ну что ж, закончили мы с проточкой, вернее с грубой обдиркой алюминия. Станок был очищен, смазан. Стружки у нас получилось таких 2 мешочка. В одном около 17 килограмм, в другом 6. Взвешивали мы вот такими электронными весами, довольно точные. Ну, 2 килограмма можно скинуть на тару, на картон. Ну, где-то в общей сложности 20-22 килограмма стружки. Что с ней делать, мы еще точно не решили. Но вообще думаем попробовать ее переплавить. Все зависит от погоды. У нас в последнее время идут постоянно дожди. Если погода позволит, попробуем переплавить. То, что вы видите на столе, это труды наших непосильных работ. Сколько точно
Мы занимались этим алюминием, сказать не можем. День не засекали. Лили промежутки между дождями. Вот сколько у нас получилось. Вес еще не взвешивали. Не удивляйтесь, что так алюминий расставлен. Это было сделано чисто для того, чтобы снять заставку на видео для картинки. Сейчас мы рассмотрим немножечко алюминий, совсем коротко. Качество, скажу, неплохое, довольно вполне мы. Вот можете посмотреть. Есть, конечно, и поры на болванках. Здесь не видать. Ладно, не будем искать, но поры есть тоже. Лили мы без всякой конкретно такой цели, допустим, для чего-то, просто на запас. У нас уже не так много осталось алюминия с прошлого раза. Я специально убрал весь лишний алюминий, который был не нами литый, то есть, ну, так скажем, заводской, что ли. Вот, к примеру, как этот. Или вот здесь там болванки. Оставил только то, что мы сами лили в прошлый раз. Что-то не подумали, надо было эти обрезки маленькие тоже перелить все. Ну, надеемся, не последний раз еще. Сейчас я все это разберу, взвешаю и продолжим дальше. Итак, взвешали мы весь наш так называемый алюминий. Хотя тяжело его, конечно, так назвать. Больше сплав, дюраль, наверное. Ближе к дюрали. Взвешивали мы в этой корзинке. Весит она 250 грамм. Этими же весами взвешивали электронными. И получилось у нас, мы и сами не ожидали. Это уже за высчетом корзинки всего. 125 килограмм, 600 грамм. Ну, округлили. Получилось 125 килограмм. Такого у нас еще не было. Что мы с ним будем делать? Ну, что сделано, то сделано. Но не выбрасывать же его теперь. Ну, вроде бы так все показали, что хотели. Конечно, не все получилось. Не все эпизоды, моменты. Там что-то плохо показали, что-то вообще забыли показать. И поэтому, наверное, сейчас постараемся коротко так, как говорится, на пальцах пробежаться. Ну а на чем мы, наверное, с расходов? Во что нам вся эта радость вылезла? Труд и свое время мы считать не будем. Спалили мы 2 20-литровых баллона газа. Заправляли мы их на автозаправке. Газом ЛПГ им автомобили заправляют. Стоит он в 2 раза дешевле, чем пропан. 20 литров нам где-то обходились 12 евро. Но горит он, ребята, довольно-таки поганенько по сравнению с пропаном. Ну, нам для горелки этого хватало. В качестве дров мы использовали строительные отходы всякие. У нас их собралось предостаточно. Так что одни плюсы от этого. Нам от них надо было так и так избавляться. Ну, теперь о тигелях. Первый наш тигель, который мы сделали из кастрюли, прогорел уже на 4-й плавке. Такая трещина появилась. Заварили мы его простой сваркой. И после этого нам хватило его еще на 2 плавки. Опять прогорел. Дыра уже довольно-таки серьезная, поэтому мы быстренько сварили другой тигель из 160 трубы высотой 300 мм. Но он не пошел, не хватило температуры в нашей печи, не смогли расплавить алюминий в нем. Потом мы вспомнили, что у нас на центральном складе, который расположен на полу в дальнем углу нашего гаража, хранится вот такой тигель. В нем мы плавили алюминий в прошлое наше видео, достали его и всю плавку довели уже в нем. Никаких намеков на прогар, ничего нету. Почти что в одно время, как у нас прогорел тигель, отдал ложку и вот такой надув, или ветродуйка, как его правильно назвать. Пошли мы опять на наш центральный склад, выкопали вот такую печку, это Сопель Корза печка, она была полностью в комплекте, с радиатором, все, лишнее все обрезали и быстренько провизорившись из того, что у нас было, сляпали вот такую ветродуечку. Запитали мы эту ветродуйку через старенькое зарядное 12-вольтовое устройство, дует она, мама не горюй. Пришлось даже перекрывать подачу воздуха, чтобы не так быстро дрова прогорали. Работает довольно тихо. Пойдет. Некрасиво, но дует хорошо. Ну а теперь о самой плавке. Плавили мы все подряд, что похоже было на алюминий.
Правда, старались, чтобы при каждой плавке в тигель попадали пару кусочков от колесных алюминиевых дисков. Также по совету одного из зрителей стали добавлять медь. Делаем мы это уже не первые. Недавно на канале «Ручная сборка» вышло видео. Он там тоже добавлял медь при плавке алюминия. Ссылочку на его видео мы оставим внизу в описании. Советую вам посмотреть. Канал интересный, видео тоже очень интересное. Но мы опять перейдем к нашему видео. Вначале мы ложили вот такие медные шины. Но они у нас стали быстро заканчиваться, и поэтому перешли на медные бэушные трубки. Они у нас остались после ремонта в доме. Резали мы их примерно сантиметров по 15. И по 5 штук в начале плавки ложили в тигель. В конце плавки мы добавляли соль с пищевой содой 50 на 50, хотя многие говорят, что этого делать не надо, толку нету, но тут уж, как говорится, на любителя. И затем уже в конце плавки, когда раствор уже практически готов, мешали вот такой палкой. Также по совету одного из зрителей, правда он советовал березовую палку это делать, ну березовую палку мы не нашли, взяли буковую, думаем тоже пойдет, дерево тоже довольно плотное. Не знаем, насколько все это нужно было делать, но результатом мы довольны. В принципе, сплав получился неплохой. Кто-то, конечно, может сказать, что мы выбирали, тут искали, но на самом деле сплав получился неплохой. Поры, конечно, где-то есть, не без этого, но совсем мало. Обрабатывается металл этот очень хорошо, на резец практически не липнет. Но мы, наверное, будем заканчивать наше видео. И так оно получилось затянутым. И как обычно, подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, дизлайки, кому что удобнее. Пишите комментарии, советы. Ну а мы вам хотим сказать до свидания и пожелать крепкого здоровья и удачи по жизни. Все, пока-пока.